Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что нельзя давать выносить из дома. Какими это неприятностями для вас может обойтись в будущем, далее в этом видео. Друзья, прямо сейчас ставим лайк этому видео, не стесняемся, у нас много ценной информации, вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, друзья, с вас лайк, а мы с вами продолжаем. Многие задаются вопросом, а что же нельзя давать из дома? Вы знаете, в народе существует ряд народных примет, что нельзя давать кому-либо для того, чтобы не навлечь на себя беду, проблемы, финансовые неприятности, а также для того, чтобы обезопасить себя от долговой ямы и финансовых неудач. И, конечно же, многие люди стараются придерживаться народных примет, когда дело особенно касается денег. И это нормально, потому что многие знания передавались нам от наших бабушек и прадедушек. И это неспроста. Итак, что же нельзя выносить, давать из дома? Во-первых, иголка. Иголка, друзья, это сакральная вещь, и ее нельзя одалживать, особенно завистливому и злому человеку, потому что сказанное над ней пожелание вам зла, к сожалению, обязательно сбудется. При этом это произойдет в тот момент, когда вы больше всего этого будете не ожидать. Когда одалживали иголку в качестве охранного действия, ее необходимо было отдавать с длинной ниткой или же и также отдавать назад. Хранить иглы, запомните, нужно только с ниткой, вдетой в ушко. Причем это касается всех иголок, которые имеются у вас в доме, чтобы не испытывать нужду и проблемы с финансами. А чтобы деньги всегда водились в вашем доме, следует обзавестись игольницей, либо втыкать в катушки с нитками. А вот английскую булавку с замком лучше не давать. Кто знает, с какой мыслью ее застегнули. Булавку и нельзя одалживать кому-либо. Если вам уж пришлось дать кому-то булавку, то обязательно скажите следующие слова: «Возьми, но тебе я ее не давала». Или, как вариант, уколите острием булавочки того человека, кому будете ее давать. Также обращаем ваше внимание, что нельзя из дома выносить сахар. Никому никогда нельзя давать сахар взаймы. Очень часто в многоквартирных домах люди дружат с семьями, и вот есть такое хождение, и иногда, знаете, нет под рукой каких-то продуктов питания, зашла к соседке и взяла сахар. Вы должны понимать, что с давних времен считается, что сахар является символом сладкой и счастливой жизни. И согласно народным приметам, его не стоит давать в долг, а также брать также не стоит. Этому есть простое объяснение. С сахаром из дома может уйти и счастье. В доме, в котором был взят взаймы сахар, могут начаться всевозможные конфликтные ситуации, недопонимания, ссоры. Высока вероятность, что могут начаться различные проблемы и недопонимания. И, конечно же, есть шанс того, что вместе с сахаром из дома уйдет и финансовое благополучие. Даже есть мнение такое, что чем больше сахара будет одолжено соседям, и не только им, тем больше может возникнуть различных проблем. И в связи с этим придется приложить намного больше усилий, чтобы все наладить в своей жизни. Если отказать нет никакой возможности, то можно дать соседям пакет, который был куплен в магазине недавно и еще не был распечатан. И в таком случае также обращаем ваше внимание, что белую сладость из сахарницы давать не стоит, так как он сильно уже пропитался энергетикой вашего дома и домочадцев. Поэтому, если вы любите или вы живете в коммунальной квартире и любите кому-то давать сахар, да, мы все люди, мы все желаем друг другу добра, мира. В таком случае пусть у вас всегда в загашнике будет пакет, запакованный сахаром. Далее, друзья, что нельзя никогда выносить из дома, это соль.
У соли очень сильные энергетические свойства, мы об этом с вами неоднократно говорили. И соль является компонентом многих магических обрядов и может негативно влиять на здоровье и судьбу человека. Наши предки считали, что если у вас просят соль, это не к добру. Таким образом, считалось, что хотят забрать вашу силу и ваше здоровье. И если соседка попросила у вас соли, отдайте ей всю пачку или отсыпьте в кулечек и подарите. И попросите, чтобы она вам такую соль не возвращала. Далее домашняя посуда. Это и ложки, это вилки, тарелки, кастрюли и прочая кухонная утварь. Знаете, это все заряжается энергетикой дома. Напоминаю вам, что, как правило, ложки, вилки, тарелки, кастрюлечки и так далее находятся в самом сакральном месте дома, на кухне. И поэтому не давайте никому свою посуду и не просите у других в пользование, чтобы не повлиять негативно на жизнь другого человека или на собственную судьбу. Ведь одолженная посуда может повлиять и на самочувствие человека, и обретению непонятных страхов и тревожностей. Далее одежда. И здесь обратите внимание особенно на обувь. Помните, обувь это достаточно личная. Именно обувь несет энергетику своего хозяина. Многие, особенно в молодости, любят обмениваться одеждой друг с другом, меняться. Но лучше этого не делать, потому что это может принести неудачи, проблемы. И брать в пользование, поносить платье или блузочку у подруги или у сестры также не следует. Если вам очень хочется, то в таком случае вам нужно заплатить символическую монетку за пользование. Кроме того, когда вы взяли эту вещь, старайтесь ее простирать. А если это обувь, все-таки вы решили взять, обязательно старайтесь по максимуму ее почистить. Бросьте туда щепоточку соли, пусть соль впитает этот негатив. Но все же мы не рекомендуем брать в личные вещи, даже если это на пару часов. Далее украшения. Помните, все камни, драгоценные и полудрагоценные самоцветы несут энергетику человека, которому принадлежат. Поэтому на чужого они повлияют крайне негативно. И надев украшения другого человека, вы можете перенести на себя его проблемы. Далее веник. Венику приписывают много магических свойств. Он очень сильный домашний талисман и оберег, а также защитник вашего дома от любого негатива. И если вы будете брать или давать веник чужим в пользование, то вы можете привлечь негативную полосу в свой дом. Это могут быть и финансовые неудачи, болезни и так далее. Помните, ваш веник не должен покидать ваш дом. Это очень важно. Также особенно запрет существует на то, чтобы отдавать что-то из дома другому человеку. Особенно это касается накануне, в день больших церковных праздников, в день рождения ребенка, также в день отъезда кого-то из близких из дома, а также после захода солнца, а также в понедельник. Обращаем ваше на это особое внимание. Конечно же, в церковный праздник никогда никому ничего не давайте из дома. Те, кто будут что-либо отдавать из своего дома в большие церковные праздники, могут столкнуться с неприятностями, с проблемами, а также у вас могут начаться проблемы с вашими домашними животными. И после захода солнца из дома таким образом через вещи может уйти счастье, благополучие, поэтому не стоит ничего уносить. Также большой запрет накладывается на такие великие праздники, как Рождество Христово, Новый год, Пасха, Крещение. В противном случае из дома уйдет благополучие и счастье. И чтобы не жить с долгами и неудачами, накануне Нового года желательно возвратить все долги. Когда еще нельзя отдавать что-либо из дома? Обращайте внимание, вы знаете, особенно когда вы занимаетесь какой-то очень важной работой, работаете над каким-то проектом, или, например, когда вы делаете уборку, именно генеральную уборку, в этот момент что-либо отдавать, одалживать нельзя, потому что когда вы в этот момент, когда вы проводите определенное очищение, занимаетесь
занимаетесь какой-то определенной работой, вы через эту вещь или этот предмет также передаете вот это благополучие и достаток из своего дома. Также нельзя отдавать что-либо или одалживать в день, когда из дома кто-то уезжает. Если выполнять этот запрет, друзья, то это поможет путешествующему в дороге и во время возвращения домой. Также в первые несколько дней после рождения ребенка также нельзя ничего отдавать, иначе ребенок, считается, будет избегать свой дом, а точнее сказать, он начнет путешествовать и мало времени находиться дома. Также, напоминаю, в понедельник не принято что-либо одалживать, иначе считалось у наших предков, что неделя пойдет прахом. Не разрешается давать что-то из дома, когда в доме находится покойник, иначе можно перенести смерть в другой дом. В поминальный день принято раздавать вещи, деньги и продукты питания. Все эти запреты наши предки старались соблюдать, так как это помогало защитить семью от самых разнообразных неприятностей, проблем, связанных с финансами, со здоровьем. Также важно помнить о вещах, которые также не стоит одалживать. Друзья, мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. И обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите много ценной, интересной и важной информации. Всех вам благ!